привет! Сегодня готовим шедевр грузинской кухни – настоящий суп харчо. Харчо – это густой мясной суп, наваристый, с множеством пряностей и рисом. И сегодня я готовлю суп харчо по своему любимому рецепту, и он получается очень вкусным и ароматным. Итак, сегодня мы готовим суп харчо. Я делаю акцент на том, что мы готовим именно суп, так как существует еще и блюдо харчо. Блюдо харчо – это мясо вместе с густой ореховой подливой. Туда входит много грецких орехов. А суп харчо – это именно жидкий суп, который едят ложкой. И его загущают небольшим количеством риса. И что нам понадобится для приготовления супа? Конечно же, много мяса, так как это именно такой мясной суп. Здесь основным компонентом выступает мясо. Лучше всего использовать для этого супа либо баранину, либо говядину. У меня сегодня баранина. И здесь примерно 1 килограмм 100 грамм баранины. Здесь у меня разные части, которые я специально подобрала для того, чтобы получился вкусный бульон. Вкусный бульон получается, когда есть косточка. У меня здесь вот такая небольшая голяшка, ребрышки, очень красивые такие, и немного мякоти, которую мы позже порежем. Также для приготовления супа мне понадобится 1 морковь, немного сельдерея. У меня здесь в Азии не продается корень сельдерея, поэтому я буду использовать стебли сельдерея. Это все для того, чтобы получился вкусный бульон. Здесь у меня корешки, я их связала. Здесь корешки кориандра и корешки петрушки. 3 луковицы, несколько зубчиков чеснока, штучки 3-4. У меня здесь мелкие зубчики, поэтому я взяла около 5 штук. Также мне понадобятся либо помидоры свежие, либо помидоры в собственном соку. Мне очень нравятся помидоры в собственном соку. Здесь у меня баночка 400 грамм, она прекрасно подойдет. Если вы будете использовать помидоры, просто их мелко режем или трем на терке. Также загущать суп я буду рисом. Использовать надо круглый рис, его не должно быть слишком много. Суп не должен быть прямо вот один рис. Это именно такой должен быть загущающий элемент, но не основной. Здесь у меня 110 грамм риса. Варить суп я буду в кастрюле на 3 литра. Также мне понадобится подкислитель, которым мы будем подкислять суп. В Грузии обычно используется соус ткемали, который готовят из слив ткемали, или тклапи. Тклапи – это высушенное пюре из ткемали, из слив ткемали. У меня в Азии этого нет. Но здесь у нас есть тамариндовая паста. Она имеет примерно похожий вкус, такой кисло и слегка сладенький, между сливой и алычой. И я буду добавлять именно вот эту тамариндовую пасту. Мне понадобится 1 столовая ложка. Если у вас есть возможность купить ткемали, обязательно добавляйте 1 или 2 столовые ложки. Также мне понадобятся такие специи. Чаще всего для приготовления супа харчо используют приправу хмели-сунели или так называемую приправу харчо-сунели. У меня нет здесь возможности купить уже набор именно таких пряностей, поэтому я все буду добавлять отдельно, так как именно харчо-сунели состоит из многого количества различных пряностей. И туда входят лавровый лист, я буду использовать 2 лавровых листика, палочка корицы, семена кориандра, здесь у меня черный перец горошком, несколько гвоздик. И также у меня здесь набор вот таких уже молотых специй. Здесь сушеный молотый кориандр, пол чайной ложки, сушеная петрушка, сушеный майоран. Все это у меня здесь по пол чайной ложки. И сушеный базилик, а также четверть чайной ложки семян укропа. И я буду добавлять стручки высушенного перца чили. Они добавят
свой вот такой очень приятный аромат. К сожалению, мне не удалось купить все специи, все пряности, которые входят в состав приправы сунели. Туда входит еще шафран и чабер. У меня этого нет. Если у вас это есть, добавляйте совсем немного шафрана, который и придаст такой слегка желтоватый цвет супу, и добавляйте чабер. И также, конечно, ни одна грузинская кухня не обходится без зелени. В ней используется всегда много зелени. У меня здесь кинза и петрушка. Я взяла кастрюлю, ребрышки и голяшку я уже добавила в кастрюлю. Сейчас порежу мякоть. Порежу вот такими средними кусочками. Не обязательно их сейчас слишком сильно измельчать, так как потом мясо я буду из супа доставать из бульона, и можно будет дополнительно его еще перерезать на более мелкие кусочки. Заливаю мясо холодной водой. Итак, я поставила вариться бульон. Сейчас доведем его до кипения, и обязательно надо очень тщательно снять пенку, чтобы бульон был красивый и прозрачный. Бульон начинает у меня уже закипать, появляется вот эта пена. Обязательно хорошо все удаляем, всю эту пену. Кстати, очень удобно эту пенку снимать обычным ситом, вот таким. У меня есть специальное сито, которое я использую для бульонов. Оно очень хорошо снимает всю пену, но не убирает вот этот навар, который получается в бульоне. Сейчас делаем первую закладку в наш бульон. Я сюда отправляю морковь. Я ее разрезала на 4 части. Теперь добавляю луковицу. Луковицу я сделала тоже вот такие надрезы и вставила сюда почки гвоздичного дерева, чтобы потом эту гвоздику было легко найти в бульоне. Не надо было ее искать. Отправляю луковицу, добавляю лавровый лист, добавляю палочку корицы, добавляю связанные корешки кинзы и петрушки, и также добавляю стебель сельдерея. Все это потом из бульона я удалю. Мне сейчас главное, чтобы все это отдало свои прекрасные ароматы в бульон, чтобы бульон получился просто замечательным, вкусным. Сейчас бульон я закрываю крышкой и оставляю томиться на очень маленьком огне, примерно около часа. Бульон варится у меня уже примерно минут 50. И я вижу, что уже все готово. Сейчас на отдельную тарелку я достаю все эти овощи. Они мне уже не нужны. Они отдали все свои ароматы. Луковицу вместе с гвоздикой, сельдерей, все корешки. Также я достану палочку корицы и лавровый лист. И на отдельную тарелку я достаю все мясо. Оно у меня тоже уже готово. Так, ловлю корицу, лавровый лист и достаю мясо. Видите, какой получился красивенный бульон. Стоят ароматы просто замечательные. Очень хорошо все пахнет. Все это дает вот эти вот специи, корешки. После того, как я все достала из бульона, я отправляю вариться рис. Рис, конечно же, надо очень хорошо помыть. И посмотрите, видите, у меня вот такой кругленький рис. Он идеально подходит для харчо. Высыпаю рис в бульон. И на маленьком огне варю рис. Пока у меня готовится рис, я включила разогреваться сковородку, наливаю на нее немного растительного масла и сейчас буду обжаривать лук.
Лук я режу довольно мелким кубиком. Режу весь лук. Порезанный лук отправляю на сковородку и обжариваю его. И рядышком у меня потихонечку варится рис на очень маленьком огне. Пока у меня обжаривается лук, я сниму с косточки вот это вот мясо. Я разрезаю вот эти крупные кусочки мяса, которые я сняла с косточки. А остальные кусочки мяса я даже не буду их разрезать. Мне кажется, такие кусочки средние как раз хорошо. И с косточки, с ребрышка я мясо тоже снимать не буду. В тарелке такое ребрышко будет смотреться просто замечательно. Когда лук у меня немного обжарился, я сейчас на сковородку отправляю вот эти кусочки мяса. И тоже их слегка обжарю. Они у меня дополнительно еще пропитаются ароматами специй, которые я сейчас еще буду добавлять в сковородку. И мясо само обжарится и станет еще вкуснее. Обжариваю таким образом мясо примерно около 5 минут. Когда мясо обжарилось, добавляю в сковородку томаты в собственном соку. Я сделала огонь тише и сейчас в сковородку добавляю пару черпаков бульона. Видите, у меня сейчас мясо как бы еще протушивается вот на таком маленьком огне. И я добавляю сразу же в сковородку все оставшиеся специи. Это перец чили и все вот эти сушеные травки. А также я добавляю черный перец горошком и кориандр. Именно семена кориандра. Я их немножечко раздавлю. Вот так, прямо пальцами. Чтобы они отдали вот эти свои запахи, эти семена. И высыпаю их также в сковородку. Перемешиваю. Добавляю сюда черный молотый перец. И мне остается добавить только подкислитель. В данном случае у меня это тамариндовая паста, а вы добавляете ткемали или тклапи. Вот у меня так выглядит эта паста. По вкусу очень похожа именно на сливу. Добавляю 1 столовой ложки, мне будет достаточно. На маленьком огне томлю мясо вместе со специями примерно минут 5. Мне осталось мелко порубить чеснок. Я его раздавлю и вот так вот мелко порежу. Сейчас мясо с соусом я немного присаливаю, потом окончательно я досолю все именно уже в супе. И добавляю сюда мелко порубленный чеснок. Все, еще немного перемешиваю. Вы не представляете, какие здесь у меня стоят сейчас ароматы. Это настолько вкусно пахнет. Безумно вкусно. Посмотрите, какой у меня здесь уже рис. Он уже готов. И сейчас сюда я отправляю мясо вместе с соусом. Аккуратно все перекладываю. Как пахнет! Я не устаю повторять. Просто великолепно. И, кстати, тамариндовый соус
тамариндовая паста просто идеально подходит как замена ткемали. Посмотрите, какой божественный харчо получается. Сейчас надо все попробовать и досолить. У меня как раз не хватает соли, поэтому я суп еще солю. Все обязательно доводите до вкуса. Я закрываю крышку, и на медленном огне суп у меня еще будет вариться примерно минут 10, и все готово. Я хочу сказать еще один момент. В суп харчо обычно грецкие орехи не добавляются. Они добавляются именно в блюдо харчо. Но если вы хотите, вы можете добавить в свой харчо грецкие орехи. А у меня суп уже готов. Я его выключаю. Перед подачей к столу насыпаем в тарелку зелень. Здесь у меня кинза и петрушка. Суп получился просто замечательный, в меру густой. Не перегружайте суп рисом. Рисом надо только его загустить. Очень наваристый. Я сейчас его попробую. Как говорится, хочу харчо, и сейчас его съем. Друзья мои, это действительно шедевр грузинской кухни. Обожаю суп харчо. И сегодня он у меня получился очень вкусный. Вы знаете, такой ароматный, пряный, чуть-чуть кисловатый. Сегодня у меня тамариндовая паста прекрасно справилась с заменой соуса ткемали. Очень вкусно. Приготовьте такой суп дома и попробуйте. Я уверена, никого за уши от него тащить нельзя будет. И посмотрите, у меня на столе вот еще стоит такая большая тарелка. Именно такую большую тарелку съедает мой сын-спортсмен, потому что суп этот действительно очень вкусный, такой мясной и ароматный. Я желаю всем приятного аппетита, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь этим новым видео с вашими друзьями, подписывайтесь на мой канал Люда Изи Кук, Позитивная кухня. Всем пока!